Всем привет! Продажи новых машин в России в мае текущего года существенно сократились. Небывалый рост цен привел к тому, что новые автомобили просто перестали покупать. И сегодняшнее 5% снижение цен после роста в 2 раза – это наглость и неуважение к покупателям. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Цены в России по-прежнему на запредельном уровне, и уже не раз я доказывал, что они на сегодняшний день самые высокие в мире. На нашем рынке недорогой седан порой может стоить как кроссовер премиального бренда в США и Европе. Давайте посмотрим, какие машины можно купить за рубежом за деньги, которые российские дилеры просят за самые недорогие и популярные модели, представленные на нашем рынке. К примеру, у наших дилеров Lada Granta в базовой комплектации по сегодняшнему курсу оценивается в 16 600 евро. Имея на руках такую сумму, в Германии можно приобрести компактный хэтчбэк Volkswagen Up в топовой версии R-Line, которая стоит 15 925 евро. А за 15 тысяч в Чехии можно купить хэтчбэк Skoda Fabia в средней комплектации с парктрониками и 8-дюймовым дисплеем мультимедийной системы. Идем далее. Внедорожник Lada Niva у нас в базовой комплектации оценивается в 1 120 000 рублей или 19 350 евро. В Японии при желании за 12 790 евро можно купить топовую версию полноприводного внедорожника Suzuki Jimny. За седан Lada Vesta в базовой комплектации в дилерских центрах России просят 1 350 000 рублей. А это 23 300 евро по сегодняшнему курсу. В США за эти деньги можно без проблем купить седан Mazda 3, причем не в самой бедной комплектации. Цены на модель стартуют с 19 700 евро. Также этой суммы вполне хватит на приобретение кроссовера Mazda CX-30 стоимостью в 21 000 евро. В Европе вместо Весты можно купить базовую Шкоду Октавию 23 300 евро или хэтчбэк Volkswagen Polo в средней комплектации Style с достаточно богатым набором опций 23 400 евро. В России УАЗ-буханку отдают за 30 200 евро. В Германии можно взять Toyota Hilux за 29 400 евро или Volkswagen Tiguan за 30 600 евро. Далее. В России китайский Haval Jolion стоит 40 800 евро. В Европе Mercedes-Benz GLB можно взять за 40 800 евро, а в США Jeep Grand Cherokee за 38 000 евро. В России Hyundai Creta дилеры отдают за 39 700 евро. В Германии Audi Q3 можно забрать за 39 650 евро или BMW X2 за 36 150 евро. Ну и обещанная мною шутка юмора. 5-летний мальчик, прочитав сказку о царе: «Мама, я тоже хочу 5 жен. Одна будет готовить, другая петь, третья купать меня, и одна положит тебя спать». «Нет, мама, я всегда буду спать только с тобой». Глаза мамины налились слезами. «Пусть Бог благословит тебя, сын мой. Но кто будет спать с твоими 5 женами? Пусть спят с папой». Глаза папины наполнились слезами. «Пусть Бог благословит тебя, сынок». А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Будете ли покупать машину по сегодняшним ценам? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните, все будет хорошо. Обязательно.